Привет, дорогие друзья! Сегодняшнее заявление высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов Америки, чиновника, который, мне кажется, знает все тайны. Он точно знает, что там с НЛО и так далее. То есть знает об этом президент Соединенных Штатов Америки и знает об этом глава ЦРУ. Стало громом среди ясного неба для тех людей, которые много лет ждали смерти Путина. Путин не умирает. Я вам расскажу, как это было. Это далеко не все сообщения о смерти Путина. Но знаете, как лох не мамонт, лоха кормили. Как минимум с 2014 года мировые СМИ начали сообщать о том, что он болен раком поджелудочной железы. Мировые СМИ пишут, что Владимир Путин болеет раком поджелудочной железы в одной из последних стадий, а ему осталось жить 3 года. Также утверждается, что врач из Германии, который его лечил, теперь отказывается приезжать в Россию. Сообщалось действительно, что был врач, который лечил его еще в ГДР, но, по всей видимости, у него очень затяжная стадия онкозаболевания, и удалось ему как-то протянуть много-много лет, потому что ГДР нет много-много лет, да. Ну вот, The Week сообщает о том, если Владимир Путин серьезно болен, это имеет значение для всего мира. А он серьезно болен, по мнению ряда бывалых обозревателей российской сцены, театральной сцены, по всей видимости. Некоторые из них предполагают, что он болен раком, возможно, даже одной из самых страшных форм болезни, раком спинного мозга, что могло бы объяснить его периодические боли в спине. Конечно же, у вас возникнет вопрос, откуда у вас информация о болях в спине? Но это сообщается уже так, что есть боли в спине. А вот это объясняет боли в спине. Спинной мозг — это все-таки не головной мозг, поэтому, может, протянет. Незадолго до Рождества Путин помиловал и освободил своего заклятого врага Ходорковского. А это не похоже на Путина. А значит, что он, скорее всего, очищает свою совесть. А очищает он свою совесть, скорее всего, перед погостом. Как вам? Мировая пресса. Это еще там 2014 год. Еще не скатилось все в прорву. Но они сообщали тогда вот такое вот умозаключение делали. 2015 год, друзья. Царя покажите. Слухи о болезни Путина заставляют интернет похоронить лидера. Причем, что очень сильно распространял эти слухи, некто Слава Рабинович. Сейчас уже перестали ссылаться. Сейчас постоянно украинская власть выбирает лучших. И украинские СМИ выбирают лучших. То есть был Слава Рабинович, теперь Фейгин. И правдивые, и, знаете, такие уважаемые люди. Уважаемые люди. Голос Америки, вернее, Радио Свобода, но это один хер, сообщал, что Путина подменили в 2015 году. Странное исчезновение Путина на целых 10 дней, породившее слухи его смерти, тяжелой болезни или государственного переворота, событие, которое можно рассматривать не только как политическое, но и как литературное, схожее со знаменитым исчезновением Агаты Кристи. Агаты Кристи. В 2015 году были сообщения о том, что Путин не настоящий. Ушные раковины, носогубные складки и так далее. Об этом тоже сообщали со ссылкой на серьезные источники. Президент прячется. Кремль представил ложные доказательства существования Путина. Это газета «Выборча». То есть, если бы здесь были ссылки исключительно там на интернет-обозреватель какой-нибудь, украинский, да, апостроф и прочее говно, ТСН, это одно. Но я вам хочу показать мировую прессу. Вот смотрите. Daily Star. Путин мертв. Шок. Утверждается, что Путин был убит многие годы назад, а Россию возглавляет двойник. Шок. Владимир Путин был убит по заговору ЦРУ и Ми-6, заменен двойником, который до сих пор возглавляет Россию, согласно удивительным утверждениям. Но если он был убит Ми-6 и ЦРУ, получается, Россия управляет Ми-6, и ЦРУ, получается, Ми-6 и ЦРУ напали на Украину. Вышли на самих себя, можно так сказать, да? Скоро умрет, то есть жив, но все-таки скоро умрет. Врач заявила, что у Путина рак простаты. Об этом заявила в интервью изданию Гордон 70-летняя хирург Лидия Бас-Булгакова, которая до войны работала в городской больнице Первомайска. Я не знаю, почему эта 77-летняя работница, при каких обстоятельствах она исследовала простату Путина и зачем. Но тем не менее были и такие утверждения. Рак простаты. Вы можете коллекционировать раки
Путина. Двойник. Тут уже Влад Рос. Я не знаю, кто такой Влад Рос, поэтому пойдем дальше. И на СМИ. Это французы. Путин может уйти из-за проблем со здоровьем. Это 16-й год. Далее уже украинские СМИ все-таки выяснили, почему заболел и исчез Путин. Украинские СМИ, причем со ссылкой на, по-моему, опять на какого-то Славу Рабиновича, потому что в Сирии армия российская и ЧВК понесли потери, и из-за этого Путин прихворал. Далее, Соловей. Был такой человек, но он и сейчас, наверное, есть. Вот это 20-го года. Соловей много лет рассказывает о смерти Путина. Ему тяжело думать. Видно, дошел уже Путин до того, что ему тяжело думать. Известный политолог Соловей говорит на YouTube-канале Фейгин Лайф. Ну вот, как раз лучшие тянутся к лучшим. У Путина рак. Соловей дал понять, что президент тяжело болен. Причем, что когда слушаешь много-много утверждений Соловья о разных стадиях рака Путина, понимаешь, что может болен Соловей на самом деле. На голову. То, что он рассказывает, там, что он буквально присутствует постоянно при каких-то там беседах в Кремле, под столом сидит, слушает и так далее, что его бы хорошо в дурку, наверное, но он, тем не менее, посещает вот на «Эхо Москвы» он это рассказал. Так, да, однокурсник Путина появился и рассказал про его опасную болезнь. Это все тот же самый. Там один у него однокурсник, который рассказывает про обидные клички Путина. Я слышал, что у него рак толстой кишки. Так, ну, может быть, скорее всего, у него рак не толстой, а тонкой кишки. Потому что он продолжает жить. Несмотря на то, что заявляли, что ему осталось уже тут тьфу. И все. New Line Magazine. Болен ли Путин? Или мы должны думать, что он болен? На пленку близкого к Кремлю олигарха было записано, что президент тяжело болен раком крови. Уже появился рак крови. СМИ сообщили, что у Путина, вероятно, рак крови. Это уже 13 мая, 22 год. Появляется опять Соловей, рассказывает, что у Путина рак. Но это, в принципе, как бы ничего необычного, ничего его обычного в этом нет. Каждый год появляется Соловей и рассказывает, что у Путина рак. Причем у него раки постоянно то один, то другой. И вы понимаете, в чем дело? Наверное, нормально. Когда люди, когда кого-то они ненавидят, они хотят, чтобы он умер. Может быть, это нормально, да? Но ненормально, когда СМИ полностью забывают на то, что они вообще СМИ. Да? The Sun сообщает, у Путина деменция, паранойя и все остальное. Далее уже сообщение, что он маниакально двигал ногами. У него было опухшее лицо, и он маниакально двигал ногами. Это Mirror. Маниакальные движения тела Путина. Я не знаю, как маньяки двигают ногами, как маньяки двигают руками, но Mirror вот усмотрели такое маниакальное движение ногами. Это также говорит о тяжелой болезни. Стало известно, каким видом рака болеет Путин. Скорее всего, филадельфийским. Я, знаете, узнал, что филадельфийские раки такие вкусные, маленькие, но когда ты их поймал и везешь, то надо особый вид транспортировки. Я просто не знал об этом. По данным отчета разведки США, Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Об этом сообщил уже Newsweek. Эксклюзив. Потом появляется специалист по всем формам раком Буданов, глава управления разведки. Это далеко не все сообщения. Далеко не все сообщения. Вот Буданов появляется и рассказывает, что у Путина несколько все-таки тяжелых болезней, одна из которых рак. Но он еще все-таки несколько лет пропыхтит. При этом Mirror сообщает, что Путину осталось жить 2-3 года. Потом хирург-онколог перечислил вероятные заболевания, что у него все-таки может быть онкология. А позже британский шпион, бывший британский шпион, заявил, что Путин серьезно болен. Sky News об этом сообщили. Newsweek, у них уже, в принципе, рубрика может быть открыта «Рак Путина». И они там об этом сообщают. Опять заметили неадекватное поведение Путина, потому что он странно себя вел и был слишком вдавлен в кресло во время встречи с Шойгу. Фейгин здесь опять-таки рассказал о болезни Путина, выдает его внешний вид. Смотрите, если судить по внешнему виду, вы видели Фейгина, так он уже умер. В Кремле ищут преемника. СМИ пишут о том, что Путин в коме после неудачной операции. Ситуация о том, как он впал в кому и как это разгонялось в мировой прессе, а после этого вышел на этом форуме и там 3 часа или сколько разговаривал, никто не извинился. Никто даже не подумал принести извинения. Не потому что
они меньше, там, из-за извинения, они меньше будут Путина ненавидеть. Или извинения покажут, что Путин не такой плохой, к примеру. Извинения просто покажут, что они не относятся к своим читателям как к быдлу. А они относятся. Относятся. Но есть множество специалистов, часть из них из России, которые поняли, что вот украинцам в частности можно вскармливать, вот Арестович, допустим, он же постоянно каждый день вбрасывает дичь, а им нравится, а сидят, открывают рты. Значительная часть моих соотечественников это просто, мягко скажем, люди, которые поглощают дичь, планктон такой, и вот ему это нравится. Те, кто ретранслирует Арестовича, смотрят и думают, а я тоже могу так делать, и тоже начинают сбрасывать, Путин умирает и так далее. Источники в разведке: Путин впал в кому, ну то есть понятно, впал, потом выпал из комы. И вот внезапно глава ЦРУ заявил, что не располагает данными о плохом здоровье Путина. Более того, он назвал Путина слишком здоровым. Глава ЦРУ. Точка. Можно поставить точку. Намеренно ли Кремль вбрасывает информацию? Или на 90% я уверен, что это реально просто скармливание бреда людям, которых считают просто за идиотов. Путин жив, а вот западная пресса во многом умерла. Пока.